Я приветствую вас, дорогие зрители. В этом видео речь пойдет о заброшенном автомобиле, который простоял в огороде целых 30 лет. С 1990 года про него просто забыли. И по случайному стечению обстоятельств мне удалось купить этот автомобиль. Он без документов, без номеров, без ничего. Его никогда не пробовали запускать. Ни разу с 1990 года. Задача в этом видео — запустить этот драндулет, поставить его на ход, ну и, конечно же, прокатиться, блин. Ни разу в жизни на Запоре не катался. Вот он мох, жареный мох, жеваный крот. Может быть, слушайте, мы с вами жеваного крота увидим здесь. Даже открывается, представляете? Офигеть. Слушайте, я бегаю, я так глянул. Вот это вот что? Это типа... Представляете, да? Это работает, это форточка-то. У меня на Ниве такая форточка. Что-то как она работает? Слушайте, я как-то все, видите, все резинки рассохлись. Но этот работает. О! СССР, блин. Открывается. Открывается. Обалдеть. Вы просто посмотрите, там такой капздец. Вот это вот пипец. Посмотрите, здесь был что, склад, что ли, какой-то? Слушайте, стоп. Не понял. Ребят, я очень надеюсь, что сейчас там будут просто нульцевые сидушки. Я, честно скажу, не знаю. Да ладно. Да ну ладно. Грязь-то сколько. Охренеть, вы посмотрите на это. Здесь просто слой песка. Или что это такое? Но они нульцевые, они реально мягенькие такие. Охренеть, они нульцевые, просто как новые, ребята. Они просто новье. Их только протереть и все. Вот это нифига себе. Смотрите, что с рулем стало. Он его, можно сказать, просто не стало. Он весь... Он с дерева был, что ли, сделан? Ребята, я реально, вот что, вы не удивляйтесь. Ой. Работает. Еще щелкает что-то даже. С 90-х годов, ребят, стоит Запор. Просто стоит на даче. Это печка. Подкапотное пространство. Масло. Охренеть, оно даже чистое. Прикиньте, ребята. Здесь реально воняет очень чем-то, даже не бензином, я не знаю, чем там воняет. В общем, смотрите, как здесь все. Здесь, конечно, вон есть дырки. Вот такие технологические отверстия, так их назовем здесь вот тоже. Да это пофигу. Он без документов, если что. Он в утиле. Чтобы вы понимали, сколько он стоит, смотрите сюда. Здесь уже тоже мох, и оттуда, кстати, блин, воняет конкретно. Воняет ни разу не бензином, блин. Чем-то прям очень плохим воняет. Не знаю, вот как бы сами смотрите, что-то здесь вот так вот как-то сделано. Что это такое, я не знаю. Я впервые в жизни вообще трогаю такое. Вот. Ну, будем посмотреть. В общем. Здесь что? Здесь тоже технологические отверстия, но здесь вот даже что-то есть. Маркировка какая-то. В общем-то, забавно. Крыша какая-то вот такая. Это все, опять же, мох. Жареный мох, жеванный. Вот здесь тоже он
уже изнутри просто вырос. Здесь так вот, здесь крыло мятое было. Вот такие вот колеса спущенные уже, потрескавшиеся 10 раз. Что с этой стороны? С этой стороны куча хлама. Так как она стояла на даче, я так понимаю, эта штука что-то опрыскивать. Деревья, наверное. Офигеть. А, слушайте, ни хрена там мест в ноги. Вот это дело. Что здесь есть? Вот так он открывается, ну да ладно. А что здесь есть? Ну, пусть лежит там. И пусто там. Все, сдача здесь лежит. Мне кажется, здесь, блин... Ух ты, его. Это надо, наверное, обратно вставить. Ай, ну нифига себе, она такая рассохла. Так рассохлась, что она даже не хочет обратно вставить. Смотрите, что здесь нашел. Что это такое? Короче, меня так его и привезли на эвакуаторе. Что это, сибирская язва? Что это там внутри? Что это нахрен? Слушайте, а это не... Твою налево. Мне показалось, что это что-то ведьмовское. Там же какая-то хрень, какие-то проволоки, какая-то кость. Ну, это не кость, наверное. Я надеюсь. Здесь куча гвоздей. Гвозди — это хорошо. Дома пригодятся. Это кусок от чего-то там. Офигеть, здесь воды. Здесь, ребят, здесь просто бассейн. Здесь реально бассейн. Вот откуда влага идет. Надо, короче, отсюда как-то убирать, что ли. В общем, это тут бассейн какой-то прям. Мышки тут, гнезда мышиные есть. Кстати, на удивление, их там нет. Почему-то она не закрывается до конца. Почему, не знаю. Дверьми не хлопай только. Хорошо. Вот это вот все, я понял, от чего это говно. А сама сидушка в хорошем состоянии. Фу, как воняет же здесь, ё-моё. Это я не знаю, это, походу, выключатель массы или что это такое, хрен его знает. Сделано в СССР. Какие-то балды такие стоят непонятные, вон там еще, блин, ребята, все на самом деле такое простое, такое, ну типа, проще некуда. Здесь вот сами видите, все просто, его не запускали с 90-х. Но он крутит, поверьте мне. Я думаю, вам будет очень интересно его запустить. Вместе со мной. Что вон там, даже паутина. Немного истории о создании данного автомобиля. В Советском Союзе доминировал лозунг «Догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки». И нужно было это сделать не только в промышленности, но и в автомобильном производстве по количеству автомобилей на душу населения. И в 1957 году руководство страны поставило четкий план. А план заключался в том, чтобы к 60-му году любой советский человек мог позволить себе автомобиль. Нужно было сделать так, чтобы автомобиль был доступным, максимально прост в эксплуатации, в его починке, чтобы, так сказать, можно было починить на коленке. Где-нибудь в поле, у кучки, которую насрал крот. Ну и, конечно же, он должен был быть более-менее проходимым и вмещать в себя семью из 4 человек. Ага. Тут еще модель Россия, СССР, ебучие вонючие. Это оригиналы еще стоят. Охренеть. Главное, чтобы мне по рукам не долбануло. Готов? Давай.
Нету. Надо тумблерок долбануть и посмотреть, как что будет. Это, ребята, что-то система переделали, да. Готов? Давай. Нету. Нет искры. Разбирается. Аккуратно вытаскивается. Вот так вот раз. Так просто. Вот он, у нас кулачок сломанный. Ну-ка, покажи, что как сломан. Вот он, видишь, сломан. Сломан, контакт сломан. То бишь, мы сейчас делаем центральный провод, вытаскиваем. Где у нас можно проверить? Ну, можно так, не так. Можно просто... Сейчас мы вот так вот его сейчас зажигание включим. Долбанет ледимку или нет? А что должно быть-то? Вот так вот включаем. Стоять, Зорька. Теперь так вот берем. Контакта нету. Вот так. Ну, обычно она... Тоже искры нету. Вчера сосед не выдержал. Он как увидел данный аппарат, говорит, блин, у меня такой когда-то был, и охрененная, говорит, штука, хотя я в этом сомневаюсь. Я не знаю, ребята, напишите в комментариях. В общем, он свечку выкрутил. Кстати, а вот она. Надо ее обратно пиндюрить туда. Как он сказал, свечки еще, блин, СССРовские, родные стоят. Ну, может, и не родные, конечно. В общем, надо вкрутить, потому что я сейчас все мыть здесь буду. Я извиняюсь, долбаная пыльца. В 50-х годах практически любая европейская страна уже имела подобные автомобили, такие как Volkswagen Жук, Fiat 600, Citroën 2 CV или 2 CV. Ну, все эти автомобили производились в огромных масштабах, ну и, конечно же, Советский Союз уступал всем остальным. Поэтому нужно было срочно нагонять. Проектирование автомобилей поручили заводу МЗМА, что в расшифровке Московский завод малолитражных автомобилей. В то время он создавал знаменитые автомобили «Москвич». Им дали всего 3 года на проектирование нового советского автомобиля для народа. Выглядело это примерно вот так. Догнать и перегнать, ты тут? Летим! Так, догнать. Государство поручило нам очень важную миссию. Нам нужно создать автомобиль для народа. У тебя есть полгода, чтобы разработать кузов. Можешь приступать прямо сейчас. Хорошо, будет сделано. Что? Так, вот тебе деньги.
Что, еще тебе? Не, это все, нет. Для ускорения разработки конструкторы были вынуждены обратиться к зарубежным аналогам. Так, на завод были доставлены Volkswagen Жук, BMW Zeta, Citroën 2CV или Тупак, или как хотите, Турас, говорите, и Fiat 600. После испытаний выяснилось, что все эти автомобили абсолютно не предназначены для российских дорог, которых нет. У нас одни ухабы, поля, леса, а дорог как таковых и не было. Таким образом, переднюю торсионную подвеску и двигатель было решено взять от Volkswagen Жук. Двигатель немножко, конечно, доработали, но лучше бы не дорабатывали, Заднюю подвеску КПП и двери, открывающиеся против движения, взяли у Fiat 600. Здесь не такие двери. Такие двери были еще на горбатых старых запорожцах, самых первых. И уже через год был предоставлен прототип. Хрущевская новинка должна быть не хуже зарубежных аналогов. Прям как-то там конкретно держится, Какой-то, походу, уровень, датчик уровня, нифига себе. Тоже все закисшее, все ржавое. Но это потом будем разбираться, мне больше интересно, как его отсюда вытащить, кто бы знал, Напишите в комментариях, как зараза его отсюда правильно вытаскивать. А то я хрен его поймет. Он там так прям... Может, он как-то прикручивается снаружи. А может и нет. Не знаю. Офигеть, он просто взял и начал откручиваться. То ли ВДшка творит чудеса, то ли, Запорожец творит чудеса. Он полный бензина, ребят. Итак, момент истины. Я вроде все освободил, но он что-то не вылазит. Но он... пошел. Он полон бензина. Просто... Ой, тихо, не пролить бы. Все. Вытащил, осталось его наружу только вытащить. По-моему, он там столько говна внутри. Итак, посмотрим, что там. 30-летний бензин. Охренеть! Видите, да? Чтобы вы не говорили, что я туда что-то залил, Офигеть! Бак снят. Теперь нужно восстановить вот эту вот систему подачи топлива. Трубка здесь обломилась. Нужно воссоздать. Для этого была куплена медная трубка тормозная. Такая вот. Сейчас будем изобретать заново велосипед. Так вот, как вы думаете, что становится с бензином, когда он лежит в баке 30 лет? А вот что с ним происходит. Вот он. Такой вот мазут получается. И на самом деле здесь я кучу повытаскивал уже. Вот этот мазут с такими кусками внутри там весь. Итак, все собрал. Паять не паяется ни хрена, заклеил нафиг.
клеем. Но держится. Держится. Бак еще раз промыл растворителем. Вон еще сколько черноты оттуда вылилось. Ну, я думаю, хватит. Сейчас пойду устанавливать. Аккуратно. Музыка нас связала, тайною ночей стала. Всем разговорам держу я в ответ. Нет, Запорожец, нет! В жизнь бы не подумал, что я себе куплю, блин, Запорожец. Ну такая была сумма просто. О, блин. Вон оно как, оно прямо впритык получается. Ты чё? Запорожец, блин, не пугай меня так. Так вот, после всех этих манипуляций, действий, чистки бака, пришло время заняться карбюратором. Нужно его полностью почистить, заменить трамблер, потому что тот был, как вы помните, сломан, и пытаться запустить. Это просто клондайк. Здесь есть все, кроме ремкомплекта карбюратора, который очень нужен. Зато новый нульцевый трамблер, замок зажигания, блин, выключатель массы, катушка, комплект колодок, рулевые сцепления. Ой,
Здесь есть все, это все дедушка собирал. Нам нужно воссоздать подачу топлива. Трамблер поменял. Искра, не знаю, появилась или нет, но его менять было нужно. Это 100%. Потому что здесь, видите, отломана вот эта вот штучка, которая должна быть вот так вместе. Она, короче, отломана и контакта не было. Ну да ладно. Теперь подача топлива. Весь карбюратор ссытся. Чего с ним не знаем. Но найти, блин, ремкомплект карбюратора на ЗАЗ, елки-палки, что-то прям как-то проблемно, честно говоря. Слушайте, ну что я могу сказать? По крайней мере, прокладка. Она продавленная, конечно, но она еще не порвана. И вот так вот как-то постараться очень аккуратно снять отсюда. Так как все станки и материалы на то время были оборонного значения, на них изготавливались танки, ракеты, на автомобильную промышленность уходило все по остаточному принципу, так скажем. А вот делать было нечего, а дело было вечером. Автомобиль необходимо было испытать и запустить производство. И тут начались первые серьезные проблемки. Вот напишите сейчас в комментариях, вот поставьте на паузу и напишите, что, блин, не понравилось немцам. Как вы думаете? Всего за год до начала производства на завод приходит письмо счастья от немцев, от компании Volkswagen. Там говорится, что компания Volkswagen запрещает СССР использование конструкции своего двигателя. На то время международный скандал нельзя было допустить. И, конечно же, срочно надо было искать замену. Что, блин, впихнуть в зад этого запорожца, чтобы он поехал? Чего только не пихали, блин, в зад туда. Чего только не пихали, ей-богу. И двигатель от мотоцикла «Урал», экспериментальный двухцилиндровый оппозитник МД-65. Пробовали уйму вариантов. Но все они оказались маломощными. И были там не больше 17 лошадей в них было. Да и ресурс в 30 тысяч километров, сами понимаете. 30 тысяч на машине проехать тоже мне, блин, народный автомобиль. Автомобиль для советского человека. 30 тысяч проехал, выбрасывал. В итоге в моторный отсек встал разработанный в СССР новый двигатель НАМИ 965Б.
объемом 746 кубических сантиметров. V-образная компоновка с 4 цилиндрами на 23 лошадиные силы. Ну, не больше, чем 17. Ну, это не прям так вот прям. Если бы конструкторы знали, как они потом намучаются с этим мотором, то уволились бы сразу. Вы спросите, да почему именно Запорожец, если его выпускал автомобильный завод «Москвич»? Слушайте дальше. Перед запуском в серийное производство происходит знаковое событие. Завод МЗМА не находит мощностей для производства данного автомобиля. Советом министров принимается решение построить новый завод на Украине, а в частности в Запорожье. На заводе в Запорожье стали собирать первые автомобили. Запорожец 965. Стоимость машины была заманчивой – 1800 рублей или 22 средних зарплаты гражданина. Это было действительно доступно. Если сравнивать, то «Москвич» на то время стоил 2500, а «Волга» 5100 рублей. Чтобы получить свой заветный автомобиль, нужно было отстоять в очереди как минимум 2 года. Просто потому, что завод тупо не успевал собирать автомобили. Конструкция из-за спешки сборки автомобиля оказалась очень сырой. Еще целых 2 года после начала производства инженеры дорабатывали его. Проходились всякие испытания. В общем говоря, тем, кому удалось купить машины из самых первых партий, грубо говоря, не повезло. За форму капота назвали его «горбатый» в простонародье. Зато он был самым доступным автомобилем в СССР. В целом, советский человек принял новинку, конечно же. Самый дешевый автомобиль. Ну как, ну это же круто. В то время как раз и пошли всякие анекдоты на эту тему. Где такие машины продают? В Детском-Бере, что ли? Или: Федя, ты, блин, куда нафиг смотрел? Тебе машину без мотора дали. Ничего, у нас в багажнике запасной есть. Федя, куда ты смотрел? Нам же мотор не дали. Ничего, у нас в багажнике запасной есть. Итак, 9 лет ЗАЗ-965 был в производстве. У многих он был первой машиной в семье. Над ним могли пошутить, но советский автолюбитель понимал, что в стране, где не у каждого есть личный транспорт, даже такая кроха ценилась и была одним из любимых членов семьи. В 1972 году появился уже 968, вот как этот, похож, но не такой. В 1973 уже он модернизировался до версии 968А, ну а в 1979 году ему на смену приходит то, что у меня сейчас, 968М, который с незначительными изменениями выпускался до самого конца этой модели. Так, там я все отмыл, все почистил, сейчас уже почти все собрал. Защиту осталось только. И, ребята, возможно, если мы найдем искру, то этот двигатель попробуем запустить. Ну что же, Ну, не знаю. Искра все вроде собрали. Искра есть, бензин есть. Топливную систему воссоздали, искру нашли, трамблер поменяли, замок зажигания поставили. Я попрошу вас всех внимания, ребят, этот автомобиль не запускался с 90-х. Ну да. Сейчас мы попробуем его запустить. Я попытаюсь, по крайней мере, его вытащить. Вытащился. Кум, не беда, принесем мы еще 2. Пробуем. Завожу, он кат-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 кат. Катак, вот так. Да ну нафиг! Да ладно, блин! Он чихпыхнул, ты слышал, да? Охренеть просто, он чихпыхнул. Давай еще разок. Какое же было мое, блин, удивление, что, блин, 30 лет и он запустился, офигеть можно, блин.
Счастья моему не был предел, я вам серьезно говорю. Но работал он неровно, холостые не держал. Нужно все-таки перебирать карбюратор. Ну, что я, собственно, и сделал. Полез на Авито и заказал ремкомплект карбюратора. Итак, который день, я не знаю. В общем, смотрите, ребят. Разобрал я капсдюратор снова и опять повыкручивал все жиклеры, закинул его, я это все не снимал, в растворитель. В общем, он там отвалялся, полежал. Сейчас добрался до жиклеров. Купил ремкомплект. Вот. Сейчас все меняю, все собираю, устанавливаю и пробую запускать. Похоже. Вроде бы похоже. Запускаем тарантас. Работает. И вот настало время заняться сцеплением, чтобы поехать, сделать тормоза. Ну и я это все не снимал уже на самом деле. Все перебрал, благо в этих кучах запчастей был ремкомплект, всякие эти резиночки, прокладочки, которые нужно менять в самих этих главных цилиндрах. Все это поменялось, сцепление заработало. Но потекла трубка, пришлось трубку полностью менять, всю магистраль поменял, это не проблема. Все это не снималось, еще раз повторюсь. А вот с тормозами беда получилась. Перебрали тормоза, не заработали. Снова я зимой уже перебрал тормоза, не заработали. Весь этот геморрой с генератором, геморрой со сцеплением, с тормозами, в общем... Меня это достало, и я плюнул на это дело, задолбал. У меня куча было других дел. И так наступила, зима. На самом деле, для вас сейчас прошла секунда, для меня, как видите, полгода. Зима. Как же меня задрал этот запорожец, вы не представляете. В общем, короче, это полная жесть. Зарядку не дает. Да, заводится. Я ему, восстановил тут вон все новые трубки сцепления. Руль поменял, вы гляньте. Ну вот да, руль сыпался просто совсем. Невозможно было даже сесть, чтобы не зафашмачиться здесь. И все-таки я плюнул на него, попрыгал на крыше. Видите, она вся вмята. Ну, выписал он меня, в общем. Да, вообще машина ужасная. И думал, все, хватит. Хватит. Но я остыл, пришла зима. И я подумал, а что, если мне, взять и поставить сюда генератор от какой-нибудь пятерки, семерки, не знаю. В общем, видел, что на ютубе так делают, потому что с зарядкой вечная беда у этого автомобиля, поэтому... Думаю, надо найти Гену. Гену нашел, Гену жду, сейчас его везут доставкой. Генератор нашел за 1500 рублей. Сейчас хочу снять ремень. Ремень нужно купить такой же, только в диаметре 125, чтобы провести его еще через генератор. Посмотрим, что с этого выйдет, получится или нет. Потому что я уже, честно говоря, никаких надежд
не питаю на этот автомобиль. Я пытался, думаю, сейчас я прокачусь, ну хоть немножечко. Не поверите, 5 метров, и он просто высаживает аккумулятор в ноль. Вот так это работает, не знаю. У меня здесь сейчас он... Тут это... Я говорю, блин, зима нафиг. Чтобы вы понимали, да? Вот зима. Ой. Я хотел хоть раз в жизни прокатиться на долбаном запорожце. Но он мне и этого не дал. На самом деле я уже и забил на него хрен и думал, что не буду выпускать никакого видео с этой сранью. Но хочется мне по бездорожью на нем покататься. Ну, хоть двигатель крутится, и то хорошо. Весь в вине, блин. Я его не запускал уже, бог знает сколько. Интересно, а работает? Да ладно, работает бензонасос. Еще он жрет как проклятый. Может, меня братка не пашет. Это подсос, наверное, вот газ. Ага, ускорительный работает. Еще я свечи заказал, даже свечи не выкручивал. Вы представьте себе, я здесь даже свечи не выкручивал. Нифига там что, подтянуть что ли, коллектор надо? Вот, заказал еще свечи. Поменяю еще свечи и буду надеяться, что этот тарантас начнет нормально работать и с генератором. И это, конечно, отдельная еще история, как его подключать. Здесь, посмотрите, вакханалия какая творится, вообще непонятно. Я не знаю, чего тут, как тут. Но буду надеяться, что разберусь. Если кто знает, пожалуйста, напишите в комментариях на самом деле. Вдруг мне ничего не получится. Я хотя бы на будущее знать буду, что, как, кого здесь можно подключить. Ну, в смысле, вот это вот вообще что? Это вот вообще что? РБ-110, что за фигня вообще какая-то? Там еще какая-то реле или что это? Там наделана куча проводов, какой-то тумблер непонятный. Вот здесь еще он. Вот и чё, куда? Я так и не понял. Настал тот момент, когда у меня вроде бы появилось желание что-то сделать в этом долбанном автомобиле. Для этого я приобрел бэушный вот такой вот генератор. Приобрел новый ремень на 125. Опять же, не я придумал, все нашел на ютубе, в интернете. То есть вот так вот кидаем сюда ремень, сюда. И вот здесь, получается, надо только вот эту фигню отсюда отрезать или что. А эту фигню вот сюда. И получается, да, как-то, слушайте, подходит пока. Но теперь нужно будет все это померить, просверлить, закрутить. Если вы вдруг знаете, как правильно все это подключить, welcome в комментарии, буду рад почитать. Также я купил 4 новых свечи. Думал, ладно, раскошелюсь, блин. Свечи здесь даже никогда не выкручивал, и он запустился на них. Но поменяем, вдруг понравится этому говну. Смотрите, видите, она идет туда. Если я откручу эту байду и просто ее переверну сюда, то получается у меня сместится вот эта часть. И она будет где-то здесь, соответственно, там уже мне не придется. Погнали! Шумный крот. Жареный мох. Пришлось, выпиливать кусок, чтобы просто не ехать, не покупать новые болты. Я отпилил, заодно и здесь подпилил, чтобы она сюда вот так вставала. Да жопа ты кроп!
Так. Ну вот. Как-то так оно получается. Осталось приделать только нижнее крепление. И все будет гуд. И все будет крутиться. Я надеюсь. Так, здесь топливная по ряде. Чтобы вам было наглядно, вот она топливная, она тут не зажимается, вроде ничего не делается. Вопрос остается только вот с этим пипсиком. Видите, как она тут получается? Прямо напротив. Вот зараза. Стало время поменять на свечи, блин. За все это время я думал, типа и так запустится. Да, запускался, только хреново, блин. Поставил сейчас аккумулятор на зарядку. Поменяю свечки. И мы с вами попробуем его запустить. Посмотреть, работает ли то, что я тут изобрел. Я все подключил, там так все через жопу. Чтобы вы понимали, там все перегнуто. Все греться будет. Все в масле. Но эта зараза должна заработать. Слушайте, а разница-то есть? Ну, в смысле нет, разницы-то нету. Но да, эти нужно откручивать. Она пишет. Простите, друзья мои, господа. Я дурак, официально заявляю. То ли я когда все это откручивал, не прикручивал. Короче, у меня все было неправильно подключено. Вот этот вот не сюда подходит. Этот провод идет на этот цилиндр. А этот провод идет на этот цилиндр. Но сейчас поставил новые свечки, подключу правильно. Зарядится аккумулятор. И мы узнаем, сработала ли эта балда, правильно ли я здесь все подключил. Если кто вообще в курсах, объясните мне, пожалуйста. Я дурак. Я понятия не имею, как. Я посмотрел в интернете. Вот желтый — это вот возбудитель. Красный, понятно, там он на стартер идет. Может, я не знаю, почистить там нужно эту массу, не массу. Попробую открутить, закрутить. Может, контакт будет получше. Здесь я перемкнул желтый с зелеными в обход выпрямителя. Получается так. И все в принципе. 90% что это неправильная схема, но вдруг правильная. Узнаем. Методом тыка, но нигде толком нормально не сказано. Я не видел в интернете, в общем. Итак, свечи новые. Провода подрубил. Бензин есть. Бензин накачан. Подсос я выдвинул. Аккумулятор я принес. Подключаем. Момент истины. Подсос выдвинут. Пытаемся. Что значит свечи новые?
работает. Интересно, а работает до сих пор это сцепление это мое? Я же сцепление сделал. Да, включается. Она даже трогаться пытается. Он едет, ё-моё, страшно нахрен. Так, складем одну сюда. Я не знаю, это нормальный показатель или нет. Дунул я, значит, туда. Фу, блин. Забулькало. Забилась там то ли трубка, то ли что. Я вычищал уже этот бак. И толком в итоге, короче, там все равно говно осталось. И вот это говно порой, по ходу дела, засоряет. Трубку, надо что-то думать с трубкой. Интересно, сейчас пойдет. Пошло, смотрите как. Прочистил, продул, обратно дунул, теперь пошло. По итогу у меня получилось сделать генератор, все заработало, меня это очень обрадовало, потому что наконец-то он может работать и не глохнуть из-за того, что у него садится, блин, аккумулятор. Нашел в закромах канистру. Вот столько там бензина. Здесь есть такая ниша. Ох ты. Ой. Сейчас, не дай бог. Да, так и получилось. Твою мышь. Она лопнула. Мастерим внештатную систему подачи топлива. Потому что баку хана. Слишком много грязи. Слишком долго его чистить. Это бессмысленно. Так. Ответственный момент. Подойдет ли трубка сюда? Идеально. Просто она прям как будто была отсюда. Вот такая у меня получилась система. То есть качаем бензин. Вот он там пошел. В обратку. Пошел и
пошоль, вот сюда идет и поступает обратно в канистру излишки. Только вот зараза здесь сочится, падла. Ладно, это секундное дело, сейчас исправлю. Пришло время проверить работоспособность данной системы, которую я только что смастерил, блин. Давайте посмотрим. Настал тот самый момент, когда пришло время прокатиться. Чудненько. Да уж, самое время прокатиться. Сорян, звук сейчас отключу. Звук отключил. Так. Система моя внештатная установлена. Бензина залил сколько было. Пробуем запускать. Я надеюсь, этот ролик в час уложится. Целый год. Уже лето. И настало время прокатиться на этом чуде советского изобретения. Все, включаемся. Камеры включаю, квадрокоптер запускаю. И пробуем кататься. Я, собственно, дам вам свои комментарии по поводу этого автомобиля. Мне самому безумно интересно, как он едет. Что с подвеской, отвалится колесо или нет. Мы все узнаем. Прямо сейчас. Пристегивайтесь, блин. И погнали. Массу. Она включена, что ли? Она включена. Сцепление. По поводу тормозов. Тормозов нет. Вообще, я сделал, это все было еще зимой, ручник. Ручник сделал, ручником будем тормозить. Все, пробуем запускать. Блин, он не запускался, ну месяц. Работает. Сейчас он прогреется. Там запись идет. Идет. А теперь идет. Пошла жара. Ну что, в путь? Едет, блин! Ё-моё! Он едет! Пока едет, фу, страшно на самом деле, друзья мои. Но я вам так скажу, руль пипец. Вон, смотрите как.
Но мягкий, офигеть он мягкий. Я даже кочек никаких не чувствую. Я надеюсь, колеса не отвалятся, блин. Я на Запорожце впервые в жизни еду, да. Офигеть, он едет, блин. Фух, как бы хорошо было бы все-таки немножко-то прокатиться, блин, чтоб не встать где-нибудь. Кочки пошли, кочки бездорожья. Ой, жесть какая. Сейчас квадрик запущу. Главное, не глохни. Не глохни. Не-не-не, не надо глохнуть. Погнали. D-Black Beats. House D-Black Beats. Я вам так скажу, что-то с коробкой, она очень туго переключает, заднюю почти не поймать. Скорее всего, нужно масло поменять там. Там гудрон, наверное, вместо масла. Но это уже в следующих сериях. Все, ты красава. Спасибо тебе большое, Запорожец. От всей души спасибо тебе, что прокатил меня хоть сколько. Я вам так скажу, это инженеры красавчики. Я ни одной кочки не почувствовал. Не поверите, не почувствовал. Она вот так вот. Вот там яма вот такая, а она вот так. Я не знаю, как они так придумали, но подвеска здесь. Хоть она и простояла 30 лет, но подвеска класс. В следующем выпуске мы поднимем его на подъемнике. Посмотрим снизу, что да как. Что там, может, масло в коробке поменяем. Масло двигателя я менял. Вот. Но оно там сочится, сыться. Конец. В общем, вот такой вот получился ролик. Длиною в год у меня, у вас целый час. Ну, может поменьше, а может и побольше. Спасибо, что посмотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Будет много интересного. Будут путешествия, будут всякого рода вот такие вот чудные машинки, блин. Будем пытаться их восстанавливать, докататься. Может быть, на них же кататься на заброшку или в путешествие. Планы большие. А с вас лайк. Всем удачи и всем пока. Это видео записываю специально для тех, кто досмотрел до этого момента. Хотелось бы объяснить, почему так мало было роликов на втором канале, почему стримов было мало, да и вообще, чем я, блин, нафиг занимался. А занимался я вот этим. Да, я построил гараж, да, я купил подъемник, занимался все это время строительством. Для чего? Ну, мне нафиг такой здоровый гараж не нужен, мне нафиг подъемник не нужен. Так вот, я хочу объяснить вам, для чего, собственно, это все. Какой будет контент, что будет дальше, чтобы у вас было понимание. Этот гараж – это наша с вами берлога. Здесь мы будем проводить стримы, здесь будет создаваться контент и не только. Дичь про машины, не только про машины, про путешествия, будут заброшки. Ну, а вы можете еще и предложить в комментариях, что еще можно такого здесь сделать. У меня планы большие. Давно хотел вам все объяснить, не рассказывал, не показывал, объяснил сейчас.
На самом деле, как вы видите, он не законченный, этот гараж. У него стоит только каркас, облицовка стены, сайдинг и все. Он не утеплен, крыша вон голая, там вон просвечивается, там, потому что улица, блин. Работы много. Я не знаю, конечно. Хотите, я буду снимать, как я все это буду делать, а делать это нужно, чтобы и зимой здесь делать контент, и круглый год радовать вас новыми видосиками. Летает какая-то дичь. Вот. Но, по крайней мере, здесь уже можно работать. Здесь уже можно создавать контент. Вот такие вот пироги. Если вы тоже надумаете себе строить гараж, вы не обращайте внимания на тот хлам, он уберется. Честное слово, уберется. Я вам серьезно говорю, там все захламлено, все заставлено, это все будет убираться, там будет стоять где-нибудь столик, где мы будем там стримы проводить и все дела. Просто пока весь хлам отовсюду здесь лежит, блин. Если вы надумаете, блин, себе строить гараж, я строил сам. Я строил сам, ушло очень-очень много денег и здоровья. Я снова сорвал себе спину, у меня беда опять со спиной. Строил я это год, чтобы вы понимали, это не за месяц сделано. Я делал это где сам, где с отцом, он мне помогал. Вот, поэтому я вам так скажу, лучше наймите людей, не тратьте свое здоровье. Я вас уверяю, оно того не стоит. Эта экономия, она того не стоит. Вот как я сейчас, блин. Ничего поднять даже не могу нормально с пола. Не могу, но, блин, потом спина будет болеть. Планы большие, все это буду потихоньку доделывать, но уже по мере создавания контента для вас. Спасибо, что посмотрели. И теперь точно всем пока. До следующего выпуска. А там будет интересно. House music.